Когда мальчик по имени Дэйв очнулся после 5-летней комы, все были счастливы. Но, увидев маму, он закричал и попросил ее уйти. Позже он рассказал врачу нечто ужасное о ней. Томас и Линда были счастливой парой, у них был любящий дом. Но все изменилось, когда их 7-летний сын Дэйв внезапно заболел. Сильные головные боли, бессонница, усталость. В больнице врачи диагностировали энцефалит. Несмотря на лечение, состояние ухудшалось, и вскоре мальчик впал в кому. Родители были опустошены, а врачи заявили, что он, вероятно, останется в этом состоянии навсегда. У них не было выбора, они забрали его домой, надеясь на чудо. Томас продолжал заботиться о сыне, пел ему песни, разговаривал с ним, веря, что он все слышит. Линда, наоборот, впала в депрессию. Она потеряла работу, стала раздражительной и агрессивной, часто ссорилась с Томасом. Однажды в приступе отчаяния она выговорилась: «Я ненавижу это. Я устала». Она даже начала чувствовать неприязнь к сыну, считая, что именно его болезнь разрушила их семью. Однажды, потеряв контроль, Линда зашла в комнату сына и сказала ему ужасные вещи. Она не знала, что Дэйв все слышит. Сразу после этого она ушла в свою комнату и разрыдалась. Позже она попыталась покончить с собой, но Томас остановил ее. Он поддерживал жену, говорил: «Путь к счастливому финалу нелегкий, но за все хорошее стоит бороться». В итоге Линда попала в больницу и прошла лечение у психолога. Постепенно она восстановилась, нашла новую работу, и отношения в семье улучшились. Они наняли няню по имени Роза, которая ухаживала за Дэйвом. Спустя несколько месяцев она услышала слабый стон. Это был Дэйв. Он попытался открыть глаза. Роза закричала от радости. Родители срочно доставили сына в больницу. Через несколько недель он начал говорить. Однако, когда он увидел Линду, закричал и потребовал, чтобы она ушла. Врач остался с мальчиком наедине и спросил, почему он так реагирует. Ответ поразил врача: «Мама ненавидела меня. Я слышал все. Она хотела, чтобы я умер, чтобы они снова были счастливы». Врач рассказал это родителям. Линда была убита горем. Она начала каждый день отправлять сыну открытки со словом «прости». Через неделю решилась прийти лично. Вместе с Томасом она попросила у Дэйва прощения. Томас объяснил, что мать была на грани и не хотела говорить зла. Со слезами на глазах Дэйв сказал: «Мамочка, я прощаю тебя». Спустя месяц Дэйва выписали. Он был в инвалидном кресле, но врачи заверили, что он снова будет ходить. Семья снова стала счастливой. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!